Micool KM6 Deluxe, флагман компании Micool, с обзором на канале Технозон. Поехали. Привет, друзья! Так давно у меня просили сделать обзор этого ТВ-бокса. И вы знаете, мы его ждали, дождались и не были разочарованы, когда начали его тестировать. Micool еще никогда не делал ничего лучше, чем этот ТВ-бокс. Для них это по сути флагман на iMlogic S905X4 процессоре, но не только этим он ценится. Дело в том, что они здесь модернизировали практически все и засунули все, что можно было. Ну, во-первых, LAN 1000 мегабит. Это первый ТВ-бокс на сертифицированном Android TV от компании Micool с таким вот сочетанием LAN 1000 мегабит плюс Wi-Fi 6. Да вы не ослышались, здесь Wi-Fi 6 модуль 802.11ax. Мало того, они здесь наконец-то сделали SPDIF, то есть у нас здесь есть не только 3.5, они не убрали 3.5, есть еще и SPDIF оптический, есть HDMI 2.1. Вы увидите все более детально на распаковке, но эта пластина обеспечивает отличный вывод тепла, и сам по себе ТВ-бокс, он просто работает отлично. Что у нас есть на бачках, мы с вами рассмотрим действительно на распаковке. Хочу немножечко поговорить о его возможностях. Что же мы такого классного в нем нашли, то, чего не нашли в других ТВ-боксах. Ну, во-первых, это Android TV 10 сертификат. Нет лицензии Netflix, вернее сертификации Netflix, работает только лишь черный Netflix в каком-то там слабом качестве. Но здесь есть Widevine L1, есть Microsoft PlayReady DRM, есть CNC Clear Key. То есть это означает, что данный ТВ-бокс будет отлично работать со стриминговыми сервисами типа Oka, Ivi, Megogo, и это обеспечит ему наличие полного набора контента, который предлагают все стриминговые сервисы, потому что здесь есть еще в сочетании с этими DRM защитами есть еще и HDCP 2.2, что тоже необходимо для работы этих самых потоковых сервисов. Что еще интересно, сертификацию Netflix я задал вопрос Micool, они сказали, что они ждут, когда Netflix, сам по себе Netflix, соизволит рассмотреть их заявку и включить их бокс в сертификацию, то есть они готовы платить, но там своя война, потому что Micool активно захватывает рынок США как операторский бокс. Ну да ладно, давайте уже оставим все эти сертификации к чертям собачьим. Что еще понравилось мне? AV1 кодек, в YouTube мы это с вами увидим. 5.1 звук DTS и Dolby Digital. Плюс у нас здесь есть автофреймрейт. Автофреймрейт с дробными частотами, есть два режима работы. Это частичный автофреймрейт, когда он переключается только на дробные частоты, либо полный, когда он вообще реагирует абсолютно на все частоты. Ну, допустим, только дробные это 23976, 5994, либо там, что у нас там еще есть из таких, 2997. А полный подразумевает под собой переключение еще и на 25 Гц, на 50 Гц и тому подобное. То есть он поддерживает автофреймрейт в полном объеме, плюс еще и клацает его в YouTube. Мы на нем проиграли торренты, мы на нем посмотрели IPTV, мы на нем посмотрели ютубчик 4К в AV1 кодеке. Вообще был бы 8К телевизор, наверное, 8К посмотрели бы. Но есть еще один момент. Наличие хороших модулей, хорошей производительности дает нам возможность хорошо поиграть, например, в GeForce Now, либо в игры уровня Shadowguns Legends, да, многопользовательская игра, практически консольного уровня, ну, конечно, я преувеличиваю, консольного уровня, давайте в кавычках, но это достаточно тяжелая игра для смарт-ТВ-боксов. Работает он стабильно, не тротлит, и, в принципе, вы все сейчас увидите в самом обзоре. Отдельным пунктом отмечаю Bluetooth пульт. Пульт удобен, пульт работает, не отваливается, есть хорошо работающий голосовой поиск. В принципе, мы покажем, как он расширенно работает, и есть, конечно же, Chromecast. Насчет, скажем так, дизайна, вот знаете, некоторые высказывались, но вы видите, у меня распаковочный стол. Это называется материал, ну вернее расцветка материала Dub Sonoma. Я думаю, что это расцветка Dub Sonoma, немножко темнее, но мне это действительно нравится. Вообще на вкус и цвет все фломастеры разные. Что же насчет цены? Цена не так уж и высока. Дело в том, что ссылочка в описании под видео. Вы можете зайти, оценить сами. Я думаю, сейчас мы не будем обсуждать цену, потому что она 100% со временем упадет, а показывать вам одну единую цену не в наших правилах. Поэтому
ссылка знаете где, переходим, сами смотрим. Короче, будем переходить к обзору, вернее, сначала к распаковке, потом к обзору. А перед тем, как мы перейдем, хочу вас попросить подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить. Во-первых, дальнейшие наши самые крутые обзоры, а во-вторых, розыгрыши ценных и призовых подарков. На момент съемки данного видео мы разыгрываем Sony PlayStation 5. Вот такую вот консоль. Ссылочка на участие. Вот такую вот консольку. Ссылочка на участие лежит в описании под видео. Там для того, чтобы принять участие в розыгрыше, практически ничего не нужно. Просто быть подписчиком. Ну а если там уже нет, допустим, этой консоли, то там есть, скорее всего, приз еще круче. Обычно мы разыгрываем игровые видеокарты, Nvidia Shield. Что мы еще разыгрывали? Мы разыгрывали PS4 Pro. Короче, мы много чего интересного разыгрываем. Участвуем, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы этого всего не пропустить. Ну а сейчас мы берем наш Микул, переходим на распаковочный стол и потом на тесты. Поехали. Та-там, Микул КМ6 Deluxe. Коробочка сразу говорит о том, что здесь есть AV1 кодек, S905X4 процессор, встроенный Chromecast, Google Play, то есть это сертифицированный Android TV. Ну, давайте распечатывать. Распечатываем. О, давай. Опа. Эх, красивый он все-таки. Красиво сделали. Шельмецы. Давай. Вытащили. Есть. Смотрите, пластиковая поверхность сделана под дерево, достаточно симпатично. Вот эта вот надпись Микул под пленкой. Сразу ее снимаем. Не люблю я вот эти все надписи, эти все пленки. Сама она белая. Вау, снизу металлическая пластина. Давайте все по порядку. Что меня сразу несет. Надпись Микул металлизированная по бокам. По преимуществу этих бачков у нас есть с вами разъем аудио-видео 3.5, LAN RJ45 на 1000 мегабит. Это первый Микул сертифицированный ТВ-бокс, у которого есть 1000 мегабитный LAN. Вообще первый. HDMI 2.1, есть SPDIF, есть у нас разъем питания, USB 2.0, USB 3.0 и разъем для TF-карт. Снизу у нас есть металлическая пластина для улучшения теплоотвода, то есть он вообще не должен греться. Это очень круто сделано, молодцы, вот за это большие молодцы. Спереди у нас есть все тот же диодный фонарь, диодная подсветка, как я это называю. Что еще в комплекте? В комплекте есть у нас HDMI кабель, который нам не интересен, как всегда, все дешевенькое кладут. Есть блок питания 5 вольт 2 ампера. Это вот неплохие блоки питания. И есть у нас обыкновенный стандартный микуловский пульт, Bluetooth пульт. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Который работает на двух батарейках 3A. Есть у нас кнопки Google Play, Prime Video, YouTube, регулировка громкости назад, домик и Google Ассистент. Также есть кольцо навигации, выключение голоса, включение самого ТВ-бокса. Больше ничего такого здесь примечательного нет. Из преимуществ по соотношению с Микул КМ6 Classic у нас есть SPDIF. Да, ну это мы отдельную тему будем уже с вами выпускать. Переходим, подключаем, настраиваем и начинаем тестировать. Android TV с его привычными нам каналами. Как мы видим, у меня здесь уже все настроено, есть различные каналы. И так как это Android TV, то мы начинаем тестирование с таких себе привычных функций типа голосового поиска, хромкаста и тому подобного. Давайте. Самый лучший фильм. И, как всегда, мне сейчас полетят упреки в комментариях, что я до сих пор мучаю этот самый лучший фильм. Просто он есть на всех платформах, которые осуществляют поиски по фильмам. Вот он, пожалуйста. Он находит его во всех, допустим, платформах. Иви, Мегого, нам. Поэтому, ладно, голосовой поиск работает корректно. Давайте попробуем еще. Открой YouTube. Так, YouTube открывает. Давайте. Погода на завтра, Запорожье. Погоду показывает. Слушайте, ну, работает отлично. Работает отлично. Давайте. Открой Google Play. Вот, открывает Google Play. Слушайте, ну, суперово. С этим он справляется на все 100%. Поехали Chromecast тестировать. Здесь у нас нативный Chromecast. КМ6 определила в сети.
Chromecast включился. Полноценно работающий Chromecast, который не так, как, допустим, через Cast-ресивер, то есть здесь можно транслировать и фотографии, допустим, в HD-видеобокс трансляции вести. Это вот частый вопрос тех, кто, там, допустим, использует несертифицированный Android TV и запускает какой-то Chromecast, который, ну, коряво работает. Так, отключаемся. С этим все тоже в полном порядке. Пойдем проверим с вами меню настроечек. Что же нам там такого интересного принесли? С Wi-Fi у нас все отлично. 5 ГГц подключился. При этом мы подключились к Wi-Fi 6 роутеру. Аккаунты добавились. Вы видите здесь даже NVIDIA аккаунт. Это значит, что мы здесь постримим. И он действительно классно справляется со стримингом. Ну, раздел приложений работает. Настройки устройства. Об устройстве это Mikulka M6 Deluxe, версия 10 Android. Android TV сертифицирован. Хранилище у нас, память устройства 64 гигабайта, подключен еще жесткий диск на 512. Не жесткий диск, а SSD. Chromecast мы с вами проверили, больше ничего такого нет. В дополнительных настройках вы можете найти в настройке дисплея, где вы можете задать разрешение экрана, которое поддерживается от 480p до 4К 2К 60 Гц и 4К SMPTE. То есть он поддерживает полный диапазон частот и разрешений. Есть управление глубиной цвета и управление цветовыми профилями. Dolby Vision данная приставка не поддерживает, поддерживает полноценно HDR. HDR у нас показывает, ну, интерфейс показывает полностью в HDR. Есть у нас вариант управления размером экрана, вот мы его сейчас повысили. Есть у нас ротация экрана, можно сделать форсированная, чтобы она была как у телевизора, либо оригинальная, как задает приложение. HDMI цик работает, мы проверили, он включается, выключается в паре с телевизором LG. Playback Settings, HDMI Self-Adaptation — это опция, которая так называемый автофреймрейт, который позволяет нам переключать корректно частоту экрана под воспроизводимый контент. При этом он поддерживает как все частоты, так и part mode. Это он поддерживает дробные частоты 23976, 2997 и 5994. То есть он поддерживает все типы частот. Аудио output у нас с вами есть 5.1 звук, какой именно мы проверим чуть позже. По Power Key Definition, в этой опции мы можем с вами выбрать, какое действие необходимо делать при нажатии кнопки выключения, то есть либо засыпать, либо выключаться. И настройка картинки не работает, как практически на всех iMlogic, кроме Ubus. Есть у нас также iMlogic Developer Options, где вы можете увидеть, какая у нас есть поддержка HDCP. У нас есть HDCP 2.2, то есть, ну, на текущий момент 1.4 подключен к моему рекордеру. По настроечкам все. Должны с вами еще глянуть сертификацию, то есть мы должны с вами посмотреть ключи DRM, которые необходимы для корректной работы стриминговых сервисов типа Ivi, Megogo, Oka и того подобного, потому что некоторые задают вопрос, а разве эти сервисы не работают на других ТВ-боксах? Они работают, вопрос в том как. Не весь контент доступен, зачастую не работает 5.1 звук, либо не работает 4К контент в этих сервисах. Ну, в данном случае у нас есть с вами Widevine L1, то есть у нас есть поддержка Widevine L1 и есть у нас Microsoft PlayReady DRM, также есть CNC ClearKey. Все это дело поддерживается. В AIDA 64 мы с вами видим, что это Mikulka M6 4х64, есть Bluetooth у нас 5, ну здесь пишется 4+, но дело в том, что он не видит 4+, имеется в виду, AIDA не определяет, выше 4, он пишет выше 4 как 4+. Процессор Cortex A55, на 4 ядра по 2 ГГц, как мы помним, на распаковочке у нас была металлическая пластина, он не греется. Отображение AMOLED G31. За сеть у нас отвечает Wi-Fi 5 ГГц. Вы видели вообще скорость связи? 1200 мегабит. Но, само собой, Wi-Fi 6 имеет такой connection speed. Насколько он хорошо нас покажет скорость, мы с вами сейчас протестируем. Версия Android 10, это мы уже поняли, и доступа к датчикам температуры у нас нет и не будет, поэтому проверять датчики температуры мы не будем, потому что это бесполезно. По сертификации он не должен тротлить вообще. Поддержка есть у нас VP9 on 2, то есть YouTube HDR он декодирует, и есть AV1 кодек, вот пожалуйста он есть, AV01. Выходим, интересный бокс получается. Тестируем сетевые возможности обязательно через Magic iPerf, потому что мы полноценно не сможем с вами проверить Wi-Fi
на спид-тесте, потому что там не хватает зачастую этих самых потоков. Поэтому мы с вами будем тестировать на внешний мир с помощью Magic iPerf. Ну что, попробуем. Давайте стартуем. И ждем результаты. На 60 потоков, все-таки Wi-Fi 6, 441 был, 253, 248, но это на внешний мир. Мы еще попробуем на внутренние сервера, создадим сервер внутри сети для того, чтобы выяснить максимальное. Ну, на внешний мир, на Амстердам 273 на 249. Это очень неплохой показатель. Сейчас попробуем на внутренний. Попробуйте на Амстердам потестировать свой ТВ-бокс, и вы удивитесь, насколько будет интересно это все работать. На внешний мир 262 на 237, а сейчас мы с вами запустим самый обыкновенный сервер. Даже без каких-либо излишеств. Стартуем. И внутри нашей сети стартанем проверочку. Запустилась. 401, 396, 398, 404, 406, 400 мегабит. Ребят, 400 мегабит по Wi-Fi, я считаю, это достаточно хороший результат. Мы сейчас попробуем еще раз. Ну, у меня выдает 398 на 398 на устройстве, которое его тестирует. То есть мы здесь в качестве 428, 414, 425, 427, 433. Давай, 430, сейчас посмотрим, 427 на 426, вот я вам сейчас скриншот результата показываю. Вы знаете, с 5 гигагерцами очень даже неплохо, 400 на 400 это достаточно неплохо. Переключаемся на 2,4 гигагерца. 2,4 ГГц можно уже не морочиться и протестировать через спид-тест, не заморачиваясь с Magic iPerf. Пробуем. Ну, это такой себе выше среднего результат. Это 40, почти 50 мегабит на загрузку, даже больше, чем 50. Конечно, он плавает, очень много роутеров 2,4 у нас здесь находится в районе студии. 53,9 на загрузку и около 50 на выгрузку. Это выше среднего результата. Есть хорошие результаты около 100 мегабит, 120 мегабит, а это выше среднего. Средний результат это для ТВ-боксов это 30 мегабит, но мы здесь видим, что видим, 54 на 52. Но у нас здесь мало того, есть еще 1000 мегабитный LAN. LAN-порт мы сейчас с вами включаем и проверяем 1000 мегабит. Стартуем. Воу, неужели Микул сделал нормальный ТВ-бокс с нормальным LAN-портом 700 с чем-то мегабит, 780, то есть мы спокойно, 790, 800 перешагнули. То есть мы можем здесь спокойно поднимать сервачок, мы можем здесь смотреть торренты да мы здесь через Wi-Fi можем смотреть торренты. Но мало того, мы можем классно стримить GeForce. То есть GeForce должен классно стримиться на таких скоростях, то есть обеспечивая максимальную производительность. По сетевым модулям у нас вопросов нет. В данном тесте нас интересует скорость копирования памяти 2,38 гигабайт в секунду. Это отличная скорость копирования памяти. Это значит, что здесь достаточно классная DDR4 память. И тоже это очень хорошо может сказаться на игровой производительности. И что самое интересное, это подтверждается 3D Mark тестом. Давайте мы сейчас с вами посмотрим результаты. И вы будете удивлены. Почему? Потому что в данном случае 905X4 Wi-Storm Unlimited показал максимум. Он, допустим, на том же вот Mikul KM6 Classic он не показывал максимум в этом тесте. То есть здесь они все-таки улучшили производительность. И плюс Wi-Storm Extreme он показал 5810 баллов. То есть данный бокс можно использовать для Android TV игр. И опять же повторюсь, для стриминга того же самого GeForce Now. По системщине, в принципе, закончили, по системным тестам я имею в виду. Дело в том, что тротлинг-тест здесь нет смысла производить. Вы не увидите здесь ничего, кроме постоянных 2 ГГц, потому что, ну, во-первых, доступа к температуре нет. Если мы посмотрим с вами на конфигурацию термальных сенсоров, их просто в системе нет, они будут показывать 0. А частота по условиям сертификации никогда не упадет ниже 2 ГГц. Но наличие металлической пластины говорит о том, что он не будет, грубо говоря, тротлить, да и не должен. Замерить температуру нет возможности, поэтому не такой он и горячий, мы его тестировали достаточно долго. То есть никаких вопросов именно по тестированию в тротлинг-тесте у нас нет. То есть мы можем, конечно, видите, даже графика у нас нормального нет. Мы, если выключим, мы получим черт знает что. То есть если мы его остановим, мы увидим зеленый график, это артефакты, и самого тротлинга нет. Частота не падает.
Поэтому, вот, кстати, максимальное производительное 157 джипс. Это больше, чем, допустим, у того же самого 905X3. Это круто. Переходим к оценке мультимедийных возможностей данного ТВ-бокса. Конечно же, мы не могли обойти YouTube с его AV1 кодеком. Ну, пока что AV1 мы можем полноценно использовать YouTube. Япония 8К. Вот, пожалуйста, Япония 8К. Если мы с вами выберем данный ролик и посмотрим на его характеристики, то мы увидим, что у нас проигрывается он в AV1 кодеке, то есть данный ТВ-бокс AV1 декодирует идеально. И если мы с вами выберем, допустим, HDR 4, к тому же 4К 60 FPS, вы видите, что он работает просто идеально. Если вы выберете HDR ролик, то HDR тоже здесь YouTube декодирует и будет написано именно VP9.2, то есть и плюс будет BT2020, это говорит о том, что он выводит YouTube в HDR. Потестируем фильмы с внешнего жесткого диска, какие-нибудь очень тяжелые фильмы, потому что нам необходимо понимать, как он их декодирует, но перед этим мы с вами должны понимать, какой звук он выводит на наш ресивер. Поехали, пробуем через стоковый плеер. Dolby Digital Plus есть, то есть у нас с вами есть 5.1 звук полноценный в Dolby Digital. Dolby True HD у нас работает в Dolby Digital 5.1. Есть у нас, давайте пробовать, DTS 5.1 ядро. DTS тоже есть у нас, это хороший знак. И пробуем DTS HD Hi-Res именно через стоковый плеер, как он его декодирует. Он декодирует как простой DTS. Но может ли он его проиграть, допустим, в режиме pass-through? Сейчас попробуем. Например, в том же самом VLC. И посмотрим, будет ли у нас HD Hi-Res. Нет, HD Hi-Res не появился. Нет, ни True HD, ни HD Hi-Res звука нет. Но полноценный 5.1 звук в DTS и в Dolby мы имеем. Так как у нас бокс заявлен с поддержкой 8К и у него есть 2.1 HDMI, то мы просто обязаны протестировать 8К ролики. Поехали. С помощью стоковой галереи 8К, 10 бит, HDR, у меня здесь ошибка 23076, вообще 23976, он воспроизводит идеально, то есть он хорошо декодирует 8К ролики, 8К фильмы, если таковые появятся в ближайшем будущем, будет работать на этом ТВ-боксе просто-напросто отлично. То есть это задел на будущее. Также он, в принципе, проигрывает отлично и 8К 8 бит, 10 бит, 8-битный, то есть он декодирует любые 8К файлы, которые я ему скармливаю. Пробуем проигрывание 4К 60 FPS фильма в HDR. Давайте через Vimeo Media Player. Должны понимать, насколько он хорошо проигрывается. Фильм стартанул, в принципе, у меня вопросов к его проигрыванию нет. Пускай мы доберемся до, допустим, до электрички, там где электричка стартует, или метро, что это, электричка, скорее всего какая-то. Любое подергивание, если вы видите, то это разность FPS рекордера и то, что транслируется, как контент, воспроизводится, потому что мы сейчас вынуждены работать без автофреймрейта, иначе погаснет мой рекордер Avermedia, это будет трагично, то есть на середине съемки прервать запись, это будет ужасно, но все это работает. 4К 60 FPS фильм идет. Выходим. С жесткого диска мы можем проигрывать все, что захотим. Следующим моментом мы с вами тестируем IPTV. Использую плейлист Омега ТВ. В принципе, у нас это наш национальный украинский провайдер IPTV телевидения с HD каналами, Full HD каналами. И, кстати, для моих подписчиков, тех, кто из Украины, промокод на 100 гривен лежит в описании под видео на этот сервис Омега ТВ, плюс 30 гривен за регистрацию. Вы сможете пользоваться целый месяц в HD, полным максимальным пакетом, практически бесплатно. Поэтому это мой вам подарок. Пользуйтесь. Пробуем. Full HD каналы. Поехали. Я в IPTV вообще не вижу никакого вопроса. Единственный момент, который я хочу отметить, это если вы больше смотрите IPTV и используете автофреймрейт, то изначальное разрешение советую ставить, допустим, если у вас 4К телевизор, то 4К 50 Гц, либо если Full HD, то Full HD 50 Гц. Тогда он не будет задалбывать при переключении каналов морганием в черное, будет срабатывать только на фильмах. Но классно работающая IPTV здесь это факт. То есть у нас проблем с IPTV нет. Остается проверить торренты онлайн, проигрывание только онлайн, именно 4К торренты. Давайте выберем источник данные 4К раздачи.
Отлично. Давайте, Ip Man 3. Тут, в принципе, большое количество. На 43 гигабайта он его проиграет просто-напросто, вообще без вопросов. Давайте, получение информации о торренте. Выберем Vimeo Media Player. Конечно же, фильм у нас стартанул. Воспроизводится он отлично. Давайте мы сейчас с вами подождем, пока проиграется стартовый буфер, а потом еще посмотрим, можно ли на нем использовать браузер, например, Google Chrome для браузинга. Многие из вас спрашивают, как это делать, и мы вам предоставим сегодня такую возможность. Да, торрент воспроизводится отлично. Хорошо, с торрентами вопросов нет. Обещал вам Google Chrome. Давайте в сайт Load Launcher, я его установил через флешечку. Когда меня спрашивают, можно ли здесь использовать Google Chrome, пожалуйста, качайте мой Technozone инсталлер, там есть все это в наличии. Окей, и можете использовать любые сайты. Я использую клавиатуру внешнюю. Попробуем найти свой обзор. Есть мой обзор, сразу же выскочил. И, пожалуйста, в Google Chrome вы можете получить полноценный браузинг. Правда, насчет видео, опять же, я не обещаю. Почему? Потому что флеш-плеер прекратил свое существование. И давайте выберем качество повыше. И проигрывать в хроме видео, это, откровенно говоря, извращение. Вы, во-первых, не получите максимальное разрешение. Во-вторых, зачастую это будут тормоза какие-то. Для того, чтобы воспроизводить фильмы, то вам нужно, конечно же, не Google Chrome, а какие-то приложения, которые мы обычно обозреваем на нашем канале. Слушайте, давайте переходить к обзору игровых возможностей. Будем использовать геймпад Apex, один из лучших геймпадов именно для стриминга. Тоже сделаем под него обзорчик, наверное. И поехали. Начинаем обзор с игры Shadowguns Legends. Игра, знаете, такого консольного уровня. Она многопользовательская. И сразу же с вами запускаем миссию какую-нибудь. Посмотрим. Она очень тяжелая на самом деле для Smart TV бокса. На 905X2, 905X3 процессах она работала, откровенно говоря, не ахти как. А в принципе 922X с ним справлялся. Посмотрим, как с этим справляется 905X4. Он немного мощнее. Мы уже показывали сравнение 905X3 с 905X4. Поехали, посмотрим, как это здесь работает. Слушайте, первые впечатления достаточно неплохо. С помощью, конечно, такого джойстика легко выцеливать все. И работает куда. И работает очень даже отлично, слушайте, даже не тормозит. Так, пробуем нажать. Что-то у нас там закрыто. Поехали. Кто у нас там выбежал? Иди сюда. Вот не люблю я, когда стреляют в меня вот это всякие гады разные. Поехали сюда. Здесь еще закрыто. Слушайте, отлично играть. Отлично, действительно отлично можно играть. Давайте, поехали. Всем советую Shadowguns Legends. Очень такая крутая игра. Здесь у меня, конечно, аккаунт содержит мало прохождения. Давай, забираем. Не тормозит, на удивление. Так, здесь надо что-то забрать. Так, и сюда ставим. Так, поднимаемся. И тут пошла опять возня у нас. Стрельба, встряски. Отлично, ребят, работает более чем хорошо. Мне очень нравится. Мы можем выходить. Давайте пробовать, конечно же, стриминг. GeForce Now. Традиционно я здесь Tomb Raider держу для тестирования таких вещей, но, вы знаете, очень удобно. Стриминг-сервисы работают. С GeForce Now у меня проблем не было. Connect, он не выдает проблему. То есть мы сейчас с вами прошли. То есть обычно, знаете, если не хватает там пинга или не хватает скорости, он выдает проблему, и вы можете продолжить с проблемой. А здесь он даже не выдает проблему. Действительно хороший Wi-Fi модуль AX802.11ax. Это, в принципе, для этого и создан. Так, мы загрузились. Поехали продолжить. Давайте с последнего лагеря. Поехали. Меня здесь постоянно убивают, но я проходил намного дальше. Меня здесь постоянно волчки кушают. Ненавижу вообще эту игру, вообще просто сильно ненавижу. Вот, как раз с этого места. Видите, вот я сейчас в прицеле пойду, сейчас на меня нападают волчки, они меня постоянно кушают. Игра отзывчивая, у нас не появляется постоянно вот этот вот значок с маленьким пингом. Нет, здесь все работает отлично. Давайте, вот сейчас волчки появятся, 100%. Вот они, здесь сидят, смотрите. Сейчас, где там волчок? Вот он один есть. Сейчас в него еще попасть. Вот они, собаки, они бегут на меня. Ну куда? Давай еще разок. Так, одного волчка убили. Второго волчка надо. Блин, я промахнулся. Есть! Я 2 волчков убил.
Ребята, все, блин, не знаю, мне хоть обзор не заканчивай. Кого я тут, освежевать его можно, да? Так, иксом освежевать, да, давай иксом освежим. Вкусненько, наверное, молочка кушать. А, не, я стрелу вырезал, твою мать, я думал, я что-то другое возьму. Слушайте, а играть прикольно-то. Стриминг работает, можно в очень тяжелые игры играть через стрим-сервис, через GeForce Now. Если кто не знает, что такое GeForce Now, у нас даже есть обзор. Хотите, я вам размещу под видео ссылочку на этот обзор. Слушайте, класс. То есть вы видите, да, то есть отлично. Это даже не консольного уровня, это PC игры. Ох, ребята, готов выходить резюмировать, уж очень интересный, классный бокс получился, мне очень сильно нравится. Да, насчет Netflix, я думаю, вы хотели спросить. Оригинальный Netflix не поддерживается, ну нет пока сертификации. Микул пишет, что они ждут сертификацию, не знаю, насколько в будущем это поможет, но работает черный Netflix, мы его установили. Я вам наконец покажу сейчас. Черный Netflix, конечно, не самое лучшее у него качество, но он работает. То есть вы можете запустить, если у вас есть аккаунт, но это будет всего лишь 576p, либо HD. В данном случае у нас Widevine L1, он будет работать в HD в 720p. Ну, давайте посмотрим. Ну что, с Netflix тоже все понятно. Хотя нафига нам тут Netflix, если у нас есть торренты онлайн, да, с такими модулями, смотреть торренты онлайн, тут много мертвецов, добро пожаловать, вообще о чем это? Кошмар. Слушайте, ну короче, выходим и резюмируем данное видео и данный ТВ-бокс. В качестве выводов я могу сказать одно. Данная консоль войдет в топ-5 устройств от 50 до 100 долларов канала Технозон. Мы ее рекомендуем как достаточно мощный, интересный, качественный ТВ-бокс с сертифицированным Android TV. Вы можете на нем просматривать любой вид контента, конечно, кроме сертифицированного Netflix. Во всем остальном это шикарный ТВ-бокс, и в принципе ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.